Вчера была слишком такая сильная энергетика в зале, заметили? Некоторые уснули, вы не должны волноваться, это просто сверху дают, чтобы вас подлечить немножко. В лечебных целях и только лишь. Сегодня будет помягче, поэтому спать не будете. Вчера так нужно было, как говорится, сдвинуть вас с места. Начнем сразу же с Катринов. Без всяких вступлений, без всего. Правда, немножко, я говорю, вы вроде бы еще тянетесь друг за другом. Как вам вчера, понравилась лекция или нет? Очень понравилось. Спасибо. Я дома волновалась, что было как-то неэффектно. Все хорошо. Какое счастье, что мы вас узнали. Спасибо. Можно вас щечку? Итак, Катрин 5:34. То есть из 5 центурии 34 стих. Из самой глубины Англии, где находится вождь Британских островов, будет приказано флоту войти в Жеронду через Блуа. Вместо вина и соли в бочках спрятан огонь. Из самой глубины Англии Англия расшифровывается как Нижний Аид, дно ада. В Англии столица Лондон. Лондон расшифровывается как лоно дна. И все время почти где-то на 98% Лондон идет как лоно дна у Жириновского. Притом такую шифровку использовали почти все шифровальщики почему-то. Я даже не нашла так, чтобы это относилось явно даже просто к Англии. Там только в тех Катринах, где относилось действительно к той территории. Там она в таком прямом смысле использовалась. Так вот, из самой глубины Англии, где находится вождь Британских островов. Я вчера расшифровывала вам бритых. Бритые, значит, опозоренные, битые. Люди или общество, народ, который все время терпел поражение. Под бритами всегда шла Германия и, в общем-то, ее все остальные союзники. Так вот, этому народу из Нижнего Аида, который здесь находится в нашем Советском Союзе, в бывшем, вернее, уже, и которые являются сторонниками всех тех замыслов той политики, этому народу приказано войти в Жеронду. Флот – это фактически сторонники, партия. Корабли расшифровываются как партии, а флот, в общем-то, если он в таком едином значении, как бы с одной стороны, расшифровывается просто как партия и сторонники. Так вот, флоту приказано войти в Жеронду, в партию Жириновского, и поддержать ее на выборах. Притом приказано войти в Жеронду через Блуа. Блуа имеет подобие с немецким словом «блуэс» – танец. Что это за танец? Выборы. Кто входил в Жеронду через Блуа? Много таких? Вы, конечно, сейчас руки не поднимете. Вместо вина и соли в бочках спрятан огонь.
Огонь, порох. Вот вам и самая основная расшифровка. Следующий Катрен. Там, где все хорошо и прекрасно, солнце и луна, там изобилие, но перед этим приближается разорение. Он с неба идет вперед, чтобы уничтожить твое процветание. В том же смысле, что и седьмая скала. Во-первых, речь идет о наступающей эпохе, новом веке. Так вот, Солнце и Луна есть фактически и программа, и общество райской цивилизации, и ее идеология. И новая эпоха тоже. Там изобилие, но перед этим приближается разорение. Вот сейчас все это происходит. Да, еще будет такое страшное время, что почти все вообще остановится. Конечно, делаются все попытки не допустить этого. Белый план накладывается на черный, и получается серый план. Но нельзя же уничтожить эти силы, которые здесь есть от Нижнего Аида. Все это складывается в единый вектор, в единую равнодействующую силу на этом большом силовом поле России. И проявляется, конечно, уже не как чисто белый план и не как чисто черный план. Складываются все силовые линии в одну общую равнодействующую. Он с неба идет вперед, чтобы уничтожить твое процветание. Во-первых, программа идет вперед, но и Христ тоже. Как я вам уже вчера уже говорила, вы, наверное, дома гадали, ну кто же он такой? Вот. Оставайтесь при себе. Я все-таки вам советую, догадались, не догадались, оставайтесь пока что при своем мнении, потому что пока не надо давать этому большую волю. Мало ли что здесь будет в этом зале, какие разговоры, о чем-то я буду намекать. Но пока что держите при себе, не время, до первой звезды нельзя. Ждем, мы все ждем. Так вот, значит, он с неба идет в том же смысле, что и седьмая скала. Седьмая скала, 97-й год. Последний 7-й год нашего столетия. То есть это смена эпохи, наступление новой поры, нового строя, и начинается новая спираль. Свобода не будет вновь обретена. Трон займет черный, гордый, плохой и несправедливый. Когда материал моста весь будет обработан, Венецианская республика будет рассержена на Гистера. Катрены перетасованы, поэтому вот этот Катрен относится, в общем, к времени смерти Ленина. Свобода не будет вновь обретена, то есть с приходом советской власти все равно это еще не окончательно. Трон занимает черный, гордый, плохой и несправедливый. Это Сталин. Когда материал моста весь будет обработан, то есть эти мраморные плиты для мавзолея, вот здесь вот так, Венецианская республика будет рассержена на Гистера. Почему-то многие исследователи принимают Гистера за Гитлера. Здесь не в этом смысле. Во-первых, Венецианская республика шифруется как Райская республика. Венец, корона, венецианская. Буквально буквальный смысл. Рассержена, то есть райская цивилизация будет рассержена на Гистера. Гистер по-немецки происходит от немецкого «геесцен» – литье. Помните, по Библии Сталин идет как литой кумир. Вот. Рай будет рассержен на литого кумира, на Сталина.
За что? За мавзолей, за мумию. А вот этот, который уже о мумии, со связанными ногами и руками, подвешен. То есть это процесс мумифицирования. Очищается кровеносная система. С белым лицом, с кинжалом, спрятанным в груди. Ну, естественно, это же уже мертвое тело. Почему кинжал спрятан в груди? Здесь просто шифровка, просто все внутри вырезано. И другая интерпретация, то есть кинжал спрятан в груди. Просто там уже внутри ничего нет, все органы удалены. Троих, которые будут избраны, то есть люди, специалисты, которые будут заниматься этим, значит, процессом мумифицирования, вот эти трое, значит, троих, которые будут избраны, осудит толпа за то, что они нанесут удар великому из Генуи. Ну, осудит толпа, конечно, много позднее. Просто переводчик неправильно здесь употребил слово «толпа», нужно «народ». Они нанесут удар великому из Генуи. Генуя от слова «гений», то есть из страны гениев. Огнем и оружием недалеко от Черного моря он придет из Персии, чтобы занять Трапезунд. Задрожат Фата, Митилин, быстрое солнце и почва. Воды Адриатики окрасятся славянской кровью. Как ни странно, но этот Катрен относится к событиям 3-4 октября прошлого года. Хотя, вообще-то, вы, читая бы этот Катрен, никогда бы не узнали в этом Катрене события прошлого года. С огнем и оружием недалеко от Черного моря. Черное море кодируется как общество от Нижнего Аида. То есть это народ темный, порочный. Он придет из Персии, чтобы занять Трапезунд. Ну, во-первых, все персидские цари – это сталинского, можно сказать, направления. Сталин по Библии шел как персидский царь. Дальше. Вот пошла сильная энергетика, чувствуете? Чтобы занять Трапезунд. Трапезунд происходит от двух слов. От немецкого «трап», то есть быстро-быстро-быстро, и «зунд» – проход. То есть это группа прорыва. Это о партии Жириновского, о ядре этой партии. Но и не только. Здесь также самое другое направление, значит, другое, и коммунистическое. Они тоже в своем подавляющем большинстве идут от Нижнего Аида. Рудской, Хасбулатов, Макашов, Анпилов. Нет, не Ельцин. Задрожат Фата. Что под Фату идет? Телецентр Останкино. Телевидение – это же фактически подобие Фата. Съемка идет. Как фотографирование. Задрожат Фата, то есть здание Останкино, телецентр. Митилин. Задрожит Митилин. Это Белый дом. Белый дом от снега, от метели, от вьюги. А тем более употреблено метилин, то есть это что-то такое очень активное, значит, вроде бы метелицы, вихрь, и даже и война, и буря. Тут все так и было, фактически как бы бойня. Быстрое солнце и почва. Вот под этой фразой зашифровано дребезжащие стекла. Окно шифруется как свет, как солнце. Свет в окне – это фактически окно, солнце.
Так вот, быстрое солнце и почва, быстрое солнце это дребезжат стекла, значит. Это окно так играет. Почва, в общем, сотрясение почвы тут понятно. Идет стрельба, идет гул, идут выстрелы. Воды Адриатики окрасятся славянской кровью. Адриатика от слова «ад». Во-первых, Адриатическое море находится внутри Средиземного моря. А опять-таки, все, даже география вообще не случайна. Средиземное море, средиземный народ, который живет в земле, среди земли. Там же находится и Адриатическое море, то есть самые глубины ада. Но крови было много. Оттуда большая армия пройдет через Альпы. Почти одновременно из пара родится чудо. Случатся неожиданные чудесные события. Великий из Тосканы вернется на свою родину. Вот это может быть самый знаменитый Катрен. Оттуда большая армия пройдет через Альпы. Я вам говорила, что Красная армия, которая была в революционные годы, вся выйдет сюда на наш земной план. Весь Галгал придет и Суворов, и Островский, и Чапаев, и Гайдар. Все будут тут, притом со своими ребятами. Пройдут через Альпы, то есть под руководством Суворова, который уже в свое время проводил свое войско через эти горы. Есть другие Катрены, где вообще есть такая фраза: «Смотрите, как будут переходить Альпы». Не прозевайте, как будут переходить Альпы. И, во-первых, еще пройти через Альпы означает как бы получить мандат на выход на наш земной план вот этой вот группы войск. Почти одновременно из пара родится чудо. Дальше идет как бы расшифровка первой фразы. Почти одновременно из пара родится чудо. Вы уже знаете, что такое пар. Это народ райской цивилизации. Вода – это народ, пар – это тоже народ, но только очищенный, отобранный, без порока, без каких-то таких отрицательных качеств. Так вот, родится чудо, то есть произойдет вот выход на земной план вот этой вот части населения, части народа. Случатся неожиданные и чудесные события, естественно. Конечно, что событие будет очень интересное и чудесное. Потому что это произойдет очень, в общем-то, во-первых, и незаметно, но с другой стороны, довольно, в общем-то, мероприятие будет проведено в больших масштабах. Великий из Тосканы вернется на свою родину. Тоскана расшифровывается как большая длинная могила. Составлена из двух слов немецких: канал и убийство. И в целом слово означает как вот длинная могила. Тоскана встречается несколько раз в пророчествах. Вот особенно, когда речь идет о гражданской войне и отечественной войне, где было очень много, значит, убитых. Так вот, великий из Тосканы, то есть народ, убитый народ. Но какой народ? Тот, который получил право выхода на эту территорию. Не какой-то там плохой, а честный и благородный народ. Великий из Тосканы вернется на свою родину, сюда. Оттуда большая армия пройдет через Альпы.
Почти одновременно, значит, из пара родится чудо. О, извините, я уже это читала. Так вот, некоторые исследователи почему-то вот этот Катрен расшифровывали таким образом, что это будут созданы какие-то паровые машины, которые жутко и страшно вращающиеся. Ну, чудо из пара. Так и подумали, что это паровой двигатель какой-то. От имени, которое никогда ранее не принадлежало гальскому королю, никогда еще не начиналась столь страшной молнии. Дрожат Италия, Испания, Англия. Иностранцы очень прислушиваются к женщине. Во-первых, Христ сейчас приходит под именем, которое никогда не было употреблено в отношении любого гальского короля. Гальский король – это король Галгала, вождь Галгала. Что такое Галгал, вы уже знаете. Это оперативный центр со своими людьми от райской цивилизации. Это ударная группа фактически, которую возглавляет Христ. Так вот, под новым именем Христ приходит совершенно. Это имя никогда не принадлежало ни одному вождю израильской цивилизации, то есть какому-то крупному лидеру. Такого имени раньше не было. Но речь только об имени, но не об отчестве. Вот я хочу это, значит, чтобы вы знали. Да, отчество уже было. Но отчество фактически что? Оно принадлежит отцу. Отчество – это имя фактически отца. Если там Иванович, то это можно сказать, что сын Ивана. А имя есть уже имя, которое дается человеку. Вот на Западе там вообще нет отчества, там одно имя. Дрожат Италия, Испания, Англия. Ну вот Англия, опять-таки, это Нижний Аид. Испания. Под Испанией здесь вообще гораздо сложнее. Она часто употребляется в разных вариантах. Но в данном случае под Испанией зашифрован 5 и 6 пояс Аида. Население, оно по Нострадамусу идет как панноны. Есть в мифологии божество Пан, такое, помните? Это божество волосатое, имеет внешние признаки животного происхождения. Он козлоног, у него хвост. Но это божество очень такое веселое, не воинственное, добродушное, но немножко горделивое. Пан хвастлив. По мифологии он даже вызывает на поединок богов. Но, конечно, бывает ими сразу же побежден. Но он задирист. Его атрибутами главными является заячий пасох или багор для ловли зайцев. Почему? Потому что фактически вот население этого пояса 5 и 6 на нашем языке в песнях, в сказках кодируется как заяц. То есть это зайцы. Вот заяц тоже хвостун, понимаете? Хоть и труслив, это тоже есть. Они, конечно, большие паникеры. Правда, уже заяц, вот население этого пояса, уже фактически находится под влиянием рая, потому что рай уже имеет большие преимущества управлять этим народом. Они уже перешли середину. 4 пояс ада – это середина, это пояс Бабы-Яги. Баба-Яга с метлой туда-сюда. Там на всю катушку работают законы естественного отбора.
Но, правда, не думайте, что там в том поясе нет людей. Там тоже, тоже много людей, но некоторые из них все по-прежнему держатся за какой-то серединке. Их нельзя ни вниз спустить, ни вверх, ни туда, ни сюда не идут. Так вот, а панноны, эти уже люди, которые все-таки идут вверх, они перспективные. Под Италией кодируется часто Ватикан, часто кодируется. Под Италией часто кодируется Центральная Россия. Вот Италия от Талии. Талия – это как бы средняя часть человека. Особенно вот когда употребляется выражение, чтобы как-то, значит, обобщить население такое, страдающее, в общем-то, в материальном отношении, которое голодает и прочее, значит, они часто идут под Италией. Под какой Италией? С завязанной Италией, у которых вот, как бы вот эти талии сужены. То есть от голода, в общем, страдают. Иностранцы очень прислушиваются к женщине. Во-первых, по Нострадамусу одна из женщин идет как пророк. Значит, там два пророка. Один пророк идет под кодом марта, второй пророк идет под кодом апреля. Но это еще дальше будет вам донесено. Показывается, но вам не положено знать. Вот этот Катрен снова о Ленине. Добрый старец будет живым погребен. Вот обращайте внимание, смотрите, как вот много о Ленине Катренов. Я не все привожу их, только такие вот как бы главные. Добрый старец будет живым погребен. То есть вы же все ходили смотреть на живого Ильича, что он лежит как живой. Но вот погребенный, значит, живой старец, это и есть как раз мумия Ленина. Значит, будет живым погребен у большой реки из заложенного видения мира. У большой реки это Москва-река, потому что в честь города названо так. Из заложенного видения, то есть, раньше считалось, что, значит, быть погребенным в мавзолее, это, значит, великая почесть. Это ложно-неправильное вообще мировоззрение. Новый старик, еще более облагороженный богатством, возьмет на себя все золото выкупа. Речь идет уже о сегодняшнем Ленине, уже в своем новом воплощении. Он старше среднего возраста. Но видите, он здесь вот назван стариком. Новый старик еще более облагороженный богатством, то есть еще более сильный, еще более мудрый, возьмет на себя все золото выкупа. То есть, как бы, даже вину за все, что происходило раньше, возьмет на себя. И, как бы, нейтрализует, реабилитирует, восполнит все потерянное. Рожден близ Италии дерзкий воитель. Империя будет в мятежной стране. Но сколько солдат за тебя перебито, чудесный мясник в безуспешной войне. Этот Катрен узнали почти все исследователи. Где-то 2-3 Катрена действительно были узнаны. Остров Корсика, где был рожден Наполеон, действительно находится около Италии. В водах Италии. Вот. Но сколько солдат за тебя перебито? Чудесный мясник в безуспешной войне. Опять другой Катрен. Недалеко от Италии родится император, который дорого обойдется империи. Видя, с какими людьми он вступает в союз, скажут, что это скорее мясник, чем принц.
Я уже говорила вам, что Наполеон, Гитлер и Александр Македонский и Владимир Жириновский одно и то же лицо, одна и та же личность, только в разных воплощениях, в разное время. И у Нострадамуса это идет, проходит через все пророчества, вот эта связь вся. Здесь о Гитлере Катрен. Несчастная и бедная республика будет дотла разорена новым магистратом, то есть новым правлением. Большое скопление звезд принесет поражение, отступление, изгнание. Геринг, Гиммлер, вот все, значит, главари рейха, они все, значит, идут как звезды. Тогда, значит, вот это, как бы планировался ударный поход, который, кстати, в общем-то, чем завершился, вы знаете. Большое скопление звезд принесет поражение, отступление, изгнание. Потом свевы подпишут большой договор. Но вот я даже не понимаю, почему этот Катрен не был никем расшифрован. Сколько я смотрела расшифровок, непонятно, но тут, ну напрямую же. Свевы германские племена, подпишут большой договор, пакт о капитуляции. Почему-то никому не пришло это в голову. Опять о Гитлере. В скором времени заговорит лживая, хрупкое бестие, быстро поднявшееся из низов наверх, которое, используя коварство и обман, станет затем управлять Вероной. Опять никто не расшифровал. Речь о Гитлере, но, видите, никто не подумал, что Верона не какой-то там этот город, а просто шифр. Под Вероной шифруется просто женщина-проститутка. Вероника по-немецки проститутка. А здесь вот Верона значит общество, продажное общество. Вот здесь Катрен про заговорщиков, значит, против Гитлера. Неугодные, обуреваемые гневом и животной ненавистью, организуют большой заговор против своего короля. То есть речь о том, что окружение Гитлера тоже было недовольно и кое-кто хотел его сместить. Они втайне введут заговорщиков по подземному ходу, то есть в подземную канцелярию, но его близкое окружение против них взбунтуется, то есть не допустит. Который относится к Сталину. Ненастье, голод, война не прекратятся в Персии. Как я уже сказала, что царь идет как царь персидский, Сталин идет как персидский царь. Слишком большая непростительная доверчивость подведет монарха. Там закончится то, что начиналось в Галлии. Это тайный намек всем тем, кто хотел быть паркой. Вот ненастье, голод, война не прекратятся в Персии, то есть под правлением Сталина, в стране под правлением Сталина. Слишком большая непростительная доверчивость подведет монарха. Это то, что он думал, что Гитлер никогда не нападет на СССР. Как раз вот по этой причине мы очень долго воевали с Германией, по его вине. Там закончится то, что начиналось в Галлии. Под Галлией идет Галгал, общество, сторонники Ленина. Все это революционное общество идет как Галгал или Галия, то есть райская сторона. Это тайный намек всем тем, кто хотел быть паркой. Что под паркой шифруется? Это тайный намек всем тем, кто хотел быть паркой, партийцем, человеком, носящим партбилет.
После передышки будут блуждать по империи. Вот этот Катрен относится к времени после распада СССР. Большая помощь, поддержка придет из Антиохии. Черные кудрявые волосы потянутся к империи. Медная борода поджарит себя на вертеле. После передышки будут блуждать по империи. Что это такое? То есть некоторые, опять-таки, вот идет это блуждание. Кто за империю, кто против. Все это делится. Люди в смятении, в общем, не понимают, что вообще происходит. Большая помощь, поддержка приходит из Антиохии. Антимир, но Охия, то есть народ, который недоволен всеми законами, имперскими, кстати, законами, возмущающийся против несправедливости, против плохих законов и так далее. Так вот, Антиохия – это общество, в общем, такое общество, поддерживающее райское начинание. Черные кудрявые волосы потянутся к империи. Вот снова хотят вернуться в союз народы Кавказа. Это о них. Медная борода поджарит себя на вертеле. А вот медная борода – это уже Прибалтика. Во-первых, они светлые, рыжеватые. Борода – это бразды правления. В данном случае это бразды правления имперские. Борода поджаривает сама себя на вертеле, укорачивает бразды правления, укорачивает свою бороду, то есть не желает этого имперского правления, выходит из состава СССР. Прибалтика это делает в первую очередь. А вертело, почему? Потом идет лавиной по всему Союзу. Их начинание распространяется дальше. И все закрутилось, завертелось и пошло лавиной по всей территории. Катрен о Гитлере. Божественная кара постигнет великого принца после того, как он женится. Гитлер, в общем, обвенчавшись с Евой Браун, затем принимает яд. Его опорные пункты и влияния станут ничтожно малыми. Он умрет после того, как поступит совет обрить голову, то есть капитулировать. Опять-таки, обрить голову, значит, означает быть побежденным, признать, значит, свое поражение. Вот опять почему-то непонятно, Катрен никем не расшифрован, хотя вообще совершенно легкий. А вот здесь уже к нашему союзу относится. Земля, вытряхивая огонь из своего центра, заставит содрогнуться окрестности большого нового города. Это землетрясение в Армении. Две великие страны будут долго воевать друг с другом, Армения и Азербайджан. Видите, после землетрясения сразу же идет война. Затем Аретуза окрасит кровью новую реку. Под Аретузой идет район Арарата, Араратского Нагорья. Аретуза, вот Арарат и, значит, Узы. Узы – это окрестности. Есть также слово вот Тулуза. Употребляется иногда, между прочим, как люди, загнанные в Лузу, в Тулузу. И еще употребляется даже иногда, как непосредственно прямо вот относится к той местности, к Туле. Но в том случае, когда, значит, речь заходит об Ампилове. Помните, кстати, он был арестован в Туле. И вот Катрен, который об Ампилове говорит, там как раз вот Тулуза уже употреблена в другом выражении, в другом смысле. Вот этот Катрен поясняет причину войны Германии и СССР.
Когда отодвинутая тенью луна погрузится в полный мрак, и ее брат пройдет мимо нее ржаво-красного цвета, то есть Марс, Великий, долгое время таившийся во мраке, разогреет железо в кровавом дожде. Это Всевышний. И за что? За то, что отодвинули Луну. И Луна оказалась, в общем, ее затемнили, ее погрузили в полный, видите, она погрузится в полный мрак. То есть центру лунных, идеологическому центру лунных израильской цивилизации перекроют все дороги к выходу, в общем, к проявлению своей деятельности на земном плане России. И ее брат пройдет мимо нее ржаво-красного цвета, то есть тоже, как бы, в общем, оттененный и помрачневший от того, что Луне перекрыли, значит, в общем, дорогу. Великий, то есть Всевышний, долгое время таившийся во мраке, разогреет железо в кровавом дожде. Вот это начинается война 41-45 годов. За что? За это. Антимир перекрывает вот всем своим влиянием, всей своей работой, всей своей деятельностью, перекрывает пути и дороги к проявлению своей деятельности со стороны райской цивилизации. Великая королева, когда увидит себя побежденной, злоупотребит мужеством мужчины. Речь идет о советской власти. Видите, она вот великая королева, когда увидит себя побежденной, злоупотребит мужеством мужчины. На лошади нагая пересечет реку, преследуемая оружием, она нанесет оскорбление церкви в первую очередь. Естественно, под великой королевой опять-таки идет идеологический и ударный галгал. На лошади нагая, то есть в открытую, на скаку, в боевом, так сказать, снаряжении, и нагая в открытую пошла открытая война. Все раскрывается и все обнажается. Пересекает реку, проходит через народ. На лошади используется телепатический канал связи. Я вам уже говорила, что под лошадью кодируется человек, который тут у нас на земле принимает информацию. А под всадником идет человек, который посылает эту информацию через телепатический канал связи оттуда, сверху. Лошадь и всадник идет как Георгий Победоносец. Копье кодируется как передача мысли на расстояние. Год 96-й. Ответом дамы взволнован король. Послы пренебрегают своей жизнью. Старший дважды восстает против своих братьев. Из-за гнева, ненависти и зависти двое умрут. Ответом дамы взволнован король. Под королем идет не Ельцин и не президент. Флюгер. Флюгер общественного волеизъявления. Это ориентир ваших устремлений, ваших желаний, вашей воли. Это вектор равнодействующий на этом большом силовом поле России. Вот это король. Ответом дамы взволнован король. Значит, идет ход от райской цивилизации, ответный ход. И, может быть, и не только ответный ход, но и наступательный ход. Начинает волноваться флюгер. Флюгер еще кодируется иногда как вождь.
Потому что фактически это главная вот эта царственная птица, петух на крыше дома, который указывает направление, куда дует ветер. Так вот, здесь под дамой идет идеология рая. Король взволнован. Послы пренебрегают своей жизнью. Кто послы? Те люди, которые с телепатического канала связи передают сюда информацию, которые влияют на своих людей через наши мозги, вызывая, значит, наши какие-то ответные действия. Пренебрегают своей жизнью. Почему они пренебрегают жизнью? Потому что они, в общем-то, работают на телепатическом мосту «Радуга» в потустороннем мире. Это центр международный, там в потустороннем мире.